Чуть не случилась тут беда. Режу я тоннель, режу, частота снижается, и ловлю себя на мысли, что читал я, что должно быть все наоборот. Если тоннель, длину имеется в виду, уменьшать, то частота резонанса фазы инвертора будет возрастать. И вот на очередном кольце, которое я собирался крайне отрезать, я увидел, что частота подпрыгнула, хотя при этом снижалась. Почитал немножко литературку, посмотрел, как физически располагался наш тоннель, и оказалось, что при длине, рассчитанной с помощью программы, тоннель упирался практически в стенку. И дальнейшее удаление по сантиметру приводило к тому, что тоннель образовывался стенкой. Дополнительный тоннель, происходило его физическое удлинение. И получалось, что у нас тоннель становился длиннее и длиннее. То есть сначала мы уперлись в стенку, то есть тоннеля практически не было. Потом начали отдаляться, и где-то до 5 сантиметров расстояния трубы от стенки тоннель физически удлинялся. И поэтому мне казалось, что частота падает. Как только я отдалился больше, чем на 5 сантиметров, то есть где-то сейчас порядка 8-9 сантиметров расстояния от стенки, частота подпрыгнула, поэтому я останавливаюсь. То есть сейчас 34-35 настройка. Вторую трубу я не буду брать. Значит, наткнулся еще на одну такую методику интересную. То, что на частоте настройки фазы инвертора диффузор динамика очень сильно сбавляет амплитуду, то есть практически замирает. Ну что, решил воспользоваться, давайте посмотрим. Выставил я 40 Гц и будем опускаться вниз. Проверим нашу частоту настройки фазы инвертора в 35 Гц. Поехали. Видно, что шарики достаточно весело прыгают, бьются друг об друга. Ну давайте сейчас будем уменьшать частоту. Вот, 36-35, и шарики совершают минимальную амплитуду. Дальнейшее уменьшение приведет опять к возрастанию. Смотрим. Вот они опять пришли в движение. Значит, в принципе, наша настройка и расчет можно делать как с помощью точных приборов, милливольтметра, осциллографа, так и с использованием народных методов. Так, теперь можно аккуратненько наклеить синтепон на стеночке. Клею я его на обычный герметик, нанося его по периметру и крест-накрест. Итак, остались у нас слабые места в нашем коробе. Это стыки между элементами конструкции, а также кромки, к которым будет прикручиваться спереди динамик, а с правой стороны усилитель. То есть, что нам понадобится? Это ленточки стеклоткани, эпоксидный клей, одноразовые перчатки и кисточка. После проклейки стыков стеклотканью с эпоксидкой корпус стал слегка мохнатый. Пришлось его почистить болгаркой с лепестковым кругом.
Корпус я обклеил карпетом и нанес логотипы. Получилось целое отдельное видео, поэтому переходите на канал по ссылочке, смотрите, вот такая вот красота получается. Вот, там все подробно показано. Осталась самая хорошая часть, это сборка. Сейчас уплотняем усилитель, голову сабвуфера и будем собирать. Итак, необходимо все детали уплотнить. Голову уплотняем с помощью оконного уплотнителя на клеющейся основе. А усилитель уплотним монтажной лентой. Вставляем усилитель и прикручиваем его на саморезы, предварительно просверлив отверстия под них. Далее припаиваем динамик. Не забывайте про плюсовой и минусовой провод, подключайте правильно. Вставляем динамик и прикручиваем его на саморезы. Сам же динамик закроем вот такой вот решеткой, грилем. Тоже я ее сам изготовил. Смотрите отдельное видео по ней. И все прикрутим оцинкованными саморезами. Так, нарисовалась у нас проблемка. Запустил я синус. И у нас свистит усилитель. Не герметично выполнен, то есть вот с этого входа управляющего однозначно большая часть свиста идет, с переключателя, с предохранителя, с клеммной колодки. Короче, будем снимать, герметизировать. Все-таки не очень качественно он собран. Но придется эти моменты устранять. Ну что, не получилось до конца загерметизировать усилитель. Все равно мелкие свистки были со стороны переключателя, а также регулировок, фильтров. Поэтому принято решение, как на усилителе Edge, который доводилось ремонтировать на моем канале. Я решил сделать вот такой вот короб, который установится внутри корпуса, а в него уже будет вставляться наш усилитель. Кроме этого, пришлось задемпфировать острый край фазоинвертора, обклеив его поролоном и синтепоном. Вот такая красота получилась. Осталось поставить на автомобиль и протестировать.
Пришлось повозиться с прокладкой проводов. Чтобы затянуть плюсовой провод, пришлось снять аккумуляторную площадку, а также бачок охлаждающей жидкости. Сам же провод пропустил сбоку от основного жгута проводов и подсоединил его к резервной клемме через свой предохранитель. Питающие провода провел по левому порогу. Там же взял минус, подкинув его под болт ремня безопасности. Сигнальные провода протянул по правой стороне, предварительно подключив их к линейному выходу штатной магнитолы, а также посоединив управляющий провод к 43-му пину главного разъема магнитолы. Кстати, уровня сигнала оказалось достаточно, даже без предусилителя. И вот он, король багажника. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.